Здравствуйте! Сегодня наша планета крепко окутана проводными и беспроводными сетями различного назначения, и очень большая доля во всей этой паутине приходится на подводные кабели. Значение подводных кабелей сегодня трудно переоценить. Десятилетиями они использовались для обеспечения столь необходимой электроэнергии и телекоммуникационного соединения с островами, отдаленными местами, морскими платформами и другими районами, где нет своих источников питания. Сегодня с появлением морских ветряных электростанций и других электростанций, работающих на природной энергии, многие из этих кабелей также устремляются к ним. Они переносят энергию, полученную в море. Ожидаемо, что эти кабели соответствуют очень высоким стандартам. Это связано не только с тем, что по ним необходимо пропускать огромное количество энергии, но и с тем, что им придется противостоять многим угрозам, исходящим из океанского дна. От изготовления проводников до процессов изоляции и армирования, эти кабели являются настоящим шедевром передовых технологий. По оценкам экспертов, по всему миру проложено более 850 тысяч километров подводного кабеля. И хотя они сильно отличаются друг от друга по диаметру и типу, обычно они используются либо для связи, либо для энергопитания. Если учесть сотни тысяч километров этих кабелей, которые в настоящее время пересекают морское дно, то нетрудно заметить тот огромный поток инвестиций, которые как частные, так и государственные компании вкладывают в оборудование для транспортировки и распределения энергии. Если в прошлом для выполнения определенной задачи требовалось 2 кабеля, то теперь ту же задачу можно решить, используя только один кабель той же мощности. Это означает, что такая работа будет выполнена гораздо экономичней. Огромный спрос на кабель привел к значительному росту цен на многие из кабельных конструкций. Процессы изготовления мощных подводных кабелей сильно различаются в зависимости от электрической мощности и расстояния, на которое необходимо передать электроэнергию. Поперечное сечение каждого кабеля показывает, что внутри он состоит из множества высококачественных жил, оплетенных оцинкованной сталью. Кабель состоит из внешней пластиковой трубки с медной оболочкой и небольшого количества вазелина внутри для изоляции. Кроме жил и изоляции, кабель может содержать экран, сердечник, заполнитель, стальную или проволочную броню, металлическую оболочку, внешнюю оболочку. Каждый конструктивный элемент нужен для работоспособности кабеля в определенных условиях среды. Все они направлены на защиту и придание формы кабелю. Обычно производство кабеля начинается с укомплектования его серией толстых проводов. Затем пропускают участок кабеля через машину, которая оборачивает его в защитное покрытие. Позже этот одиночный отрезок провода будет включен в гораздо больший пакет проводов и кабелей, которые будут тщательно изолированы, чтобы максимизировать его срок службы. Первый кабель для прокладки в море был создан в 1850 году. Он не имел оболочки, изоляция жил была устойчива к влаге и для защиты использовалась броня. Подводный кабель, кроме того, включает свинцовую или алюминиевую броню от воды, многожильные стальные провода, майларовую ленту и окончательную полиэтиленовую пленку для защиты всего кабеля от повреждений и коррозии. Для облегчения прокладки кабеля большинство производственных предприятий укладывают кабель непосредственно на большие металлические ролики, которые позволяют легко переносить кабель на судно-укладчик. Для соединения отдельных морских установок эти специальные суда-кабели-укладчики сначала проводят подводную инспекцию прокладываемого пути, чтобы убедиться в том, что на пути нет барьеров. Поэтому в начале процесса прокладки до судна протягивается трос, к которому крепится один конец кабеля. Это делается с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата, который движется вдоль несущего троса морской установки. Этот несущий трос затем втягивается на борт судна и соединяется с кабельной головкой.
Когда судно приближается к берегу, на который будет выводиться кабель, с его борта опускается специальная лебедка, и конец троса протягивается через пилон вверху судна. При этом оператор проверяет каждую секцию, когда она соприкасается с дном. При этом кабель остается всегда на плаву, для чего могут использоваться несколько небольших понтонов или других плавучих средств, располагаемых по всей длине от судна до берега кабельной линии. По мере укладки кабеля рабочие точно определяют, где его следует разрезать. Этот же процесс повторяется на противоположном конце кабеля на берегу. Для закрепления кабеля на берегу используется специальный плуг-кабелеукладчик. Этот плуг вытаскивается на берег при помощи лебедки. Та же лебедка вытягивает кабель через плуг. Затем специальный дистанционно управляемый траншейный робот закапывает только что проложенный кабель. Ветряные электростанции на море являются одними из самых важных достижений в новейшей истории. Они дают гораздо больше энергии, чем их наземные аналоги. Для передачи от них требуются высокотехнологичные кабели. Эти подводные кабели чрезвычайно сложны, их также помещают в чрезвычайно жесткие и агрессивные среды. По этой причине подводные силовые кабели, как правило, хорошо изолированы и гораздо более долговечны, чем кабели связи или силовые кабели, используемые на суше. Подводные кабели имеют срок службы до 25 лет. Выведенный из эксплуатации кабель может оставаться неактивным на дне океана или извлекаться для дальнейшей переработки. После того, как кабели будут выведены из эксплуатации и удалены из океана, они перерабатываются на специальном заводе по переработке кабелей. Сначала кабели разрезаются на удобные секции, обычно длиной около 60 или 90 см в длину. Затем они подаются в специальную машину, которая разрезает кабель и открывает его каждый компонент. Изоляция снимается, а жизненно важные металлические и электронные части складываются для повторного использования. Эти старые кабели по-прежнему содержат материалы на миллионы долларов, которые можно повторно использовать в производстве для различных целей. Несмотря на все впечатляющие технологии, которые используются при производстве кабеля сегодня, на самом деле подводные кабели существуют уже более 150 лет, а самый первый трансатлантический телеграфный кабель был проложен в период между 1853 и 1858 годами. Он был способен за считанные минуты отправлять целые сообщения из Ирландии в Ньюфаундленд. Конечно, в те времена эти кабели бессистемно укладывались тихоходными пароходами. Сегодня же эту работу выполняют специализированные суда с уникальными поворотными секциями для хранения и развертывания кабеля. Специальный вращающийся поворотный стол для укладки кабеля может удерживать вес в 5000 тонн. С помощью натяжителя он прокладывает кабель на морском дне с той же скоростью, с которой движется судно по заранее определенному маршруту. Этот маршрут разрабатывается таким образом, чтобы избежать каких-либо серьезных естественных препятствий, которые могут привести к разрыву или выходу кабеля из строя. Суда также имеют специальные системы швартовки и плоское дно, которые позволяют уменьшить движение при работе как на мелководье, так и на большой глубине без риска для экипажа и оборудования. Интерьер этих уникальных судов интригует. Наиболее примечательным является то, что весь центр корабля приспособлен для процесса прокладки кабеля. Здесь можно увидеть тысячи метров троса для подводного робота, который используется для вспомогательных работ при прокладке подводного кабеля. Обширные участки судна полностью отведены под складские помещения. На судне также есть специально оборудованные секции, из которых движения судовых кабелеукладочных устройств и тягачей могут координироваться с помощью дистанционного управления.
Поскольку повсеместно наблюдается рост спроса на морскую энергетику, нет сомнений, что эти массивные кабелеукладочные суда и в дальнейшем станут чаще использоваться в морях и океанах по всему миру. Морские ветрогенераторы получают все большее распространение. Поэтому роль компаний, обеспечивающих передачу энергии, вырабатываемой ветряными установками на берег, как никогда велика. По мере того, как морская часть кабеля достигает берега, в дело вступает команда кабелеукладчиков на суше. Она готова протянуть километры кабеля для подключения к подстанции. Однако этот процесс все еще подвержен множеству различных уникальных вызовов и проблем. Чтобы как-то уменьшить некоторые из этих опасностей, морское дно вспахивается, а кабель закапывается. Однако рыболовные суда и якорные стоянки по-прежнему представляют опасность даже для самых заглубленных кабельных конструкций. Лишь одно нарушение, такое как, например, неумелое использование якоря, может оставить на несколько дней без электричества и связи целые островные государства. К таким местам можно отнести острова Аран, расположенные у западного побережья Ирландии. Из-за своего небольшого размера, большая часть его мощностей, таких как интернет и другие коммуникации, поставляются сюда с материка по подводным кабелям. В 2016 году один из этих подводных кабелей разорвался и, по сути, отрезал от электроснабжения весь архипелаг. Для ремонта поврежденного кабеля были направлены сотрудники ремонтной компании ESB International. Нужно было отправить водолазов на дно океана, чтобы выполнить ремонт, не вынимая на поверхность 500-мегаваттные разъемы. Для выполнения этой задачи компания подготовила специальную установку для ремонта среды обитания. На ее освоение потребовались годы тренировок в бассейнах и других смоделированных средах. Несмотря на это решение, процесс ремонта все еще оставался довольно сложным. Ремонтная камера должна была быть опущена на место таким образом, чтобы две ее половины проходили над и под кабелем. Затем из камеры откачивается вода, чтобы водолазы могли произвести ремонт в сухой среде, используя перчатки, встроенные в боковую часть ремонтной камеры. Помимо простой прокладки тысяч миль кабеля, от компании требовалось внедрить различные инновационные методы и инженерные решения. На сложность ремонта влияет также глубина, на которой находится кабель. Подготовленные дайверы могут довольно легко достичь глубины до 30 метров, а вот для больших глубин требуется специальное снаряжение. Оно позволяет водолазам работать на глубине нескольких сотен метров. К операциям на таких глубинах водолазы готовятся заранее. Но не только морская вода разрушает кабели. Также имеются сообщения об акулах и других морских хищниках, которые кусают подводные кабели. От этого возникают отверстия в изоляции, которые в дальнейшем могут привести к коррозии на линии. Поскольку ремонт кабеля включает в себя углубление поврежденного участка и тщательную замену кабеля в море, остается только надеяться, что технологии найдут способ сделать эти угрозы гораздо менее разрушительными. В конечном итоге следует отметить, что океан является врагом всего, что создано руками человека. Тысячи километров кабелей, доки для лодок и судов, платформы ветрогенераторов – все это подвержено коррозии. Это постоянная сила, которую нужно держать под контролем, чтобы уменьшить дорогостоящий ущерб. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!